Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Сегодня хочу вам показать узорчик, совсем несложный, для очередной шальки. Шалик уже много на канале, поэтому заглядывайте в плейлист шали, выбирайте нужную, которая вам больше всего понравится, такую вяжите. А сегодня у меня будут вот такие вот ниточки, так, они, как бы такие тоненькие. Про ниточки расскажу в конце видео. Крючок у меня сегодня будет, смотрите, вот такой вот 3 миллиметра. Вы, в свою очередь, берете свою пряжу и пробуйте взять свои пряжи. Самое главное, правильно подобрать крючок. Схемку к сегодняшней шальке я прикладываю. Она несложная, цветная, все понятно, все доступно. Кто умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, и у вас все получится. Ну что, свяжем. Итак, смотрим на схемку, повторяем за руками. Для начала делаем петельку фиксации. Все как всегда, как в любом начале вязания. Эту петельку мы при наборе петелек считать не будем. А теперь будьте внимательны. Набираем 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Возвращаемся к самой первой петельке, которую мы провязали. И в эту петельку нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 столбик с накидом. Есть. Теперь сюда же накид, в эту же петельку провязываем еще 2 столбика с накидом. 1, 2. Теперь воздушная петелька, накид, и возвращаемся сюда же, в эту же петельку, провязываем еще 3 таких же столбика с накидом. Повторяйте. 1, 2 и 3. Теперь делаем воздушную петельку, и теперь будьте внимательны. 2 накида. И возвращаемся в первую же петельку и провязываем столбик с 2 накидами. Вот наш первый ряд. Смотрите, вот что по итогу получается. Мы, получается, набирали 6 воздушных петелек. Вот первая наша петелька, да, в нее провязали веерочек. 4 воздушные петельки — это имитация столбика с 2 накидами. Вот как последний столбик также. 1 воздушная петелька перед веерочком, и вот 1 воздушная петелька после веерочка. Поняли, да? Все, несложно, несложно. Идем дальше. Итак, для начала мы делаем 4 петельки подъема. Имитация столбика с 2 накидами. 1, 2, 3, 4. Поворот. 2 воздушные петельки по узорчику. 1, 2. Итого здесь у нас 6 воздушных петелек. Дальше накид. Возвращаемся сюда же, в первому столбику. Беремся за верхушку его и провязываем столбик с накидом. И у нас получается вот такая вот рогаточка. Идем дальше. Накид. Переключаемся, вот наш веерочек. В центре арочка. Мы шагаем в эту арочку и провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петельки. 1, 2, накид. Возвращаемся в эту же арочку и провязываем второй столбик с накидом. Получается еще одна рогаточка. Вот уже их 2. Дальше. Накид. Будьте внимательны. Здесь мы, получается, делали 4 петельки подъема, да, и 1 воздушная петелька по узорчику. Значит, в 4-ю петельку аккуратненько ныряем и провязываем такую же рогатку. Столбик с накидом 1, 2 воздушные петельки 1, 2. Теперь будьте внимательны. Здесь делаем 2 накида и опять возвращаемся вот в нашу петельку и провязываем столбик с 2 накидами. Так вот мы заканчиваем наш ряд. И у нас вот по итогу получается вот такие вот 3 рогатки. Идем дальше. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Тоже также имитация столбика с 2 накидами. Поворот. Здесь мы делаем 1 воздушную петельку. Итого получается 5 воздушных петелек. Теперь вот нашу рогаточку, которую мы провязали в предыдущем ряду, в эту арочку нырнули и провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3. Далее 1 воздушная петелька. И сюда же в арочку еще 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Вот такой вот веерочек получился. Так, идем дальше. Смотрите, накид. Вот у нас получается ножка нашей рогатки, да, вторая ножка первой рогатки.
и первая ножка второй рогатки. Смотрите, как мы их провязываем. Накид, захватили ножку сзади наперед, столбик получается перед крючком, вытянули ниточку и провязали, смотрите, 2 петельки, стоп, держим на крючке, накид, следующую получается ножку, да, вот наша рогаточка, первая ножка, захватили сзади наперед, столбик перед крючком, вытянули ниточку и провязали 2 петельки, стоп. А вот теперь все 3 петельки провязали вместе. У нас получается вот такие вот 2 рельефных лицевых столбика с накидом с общей верхушкой. Переключаемся вот нашу арочку второй рогатки и в нее провязываем такой же веерочек. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Воздушная петелька. И вернулись сюда же, провязали еще 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3. Вот, еще один веерочек. Видите, что получается? Дальше точно так же накид. Вот нашу вторую ножку первой рогатки и первую ножку последней рогатки, да, мы провязываем точно так же, как рельефные лицевые столбики с накидом с общей верхушкой. Угу. Захватываем наши столбики и провязываем вместе. Поняли? Вы можете нажимать на паузу, вы можете уменьшить скорость вязания, да, и повторять все, что я вам показываю. Идем дальше. Последняя рогаточка, вот наша арочка, провязываем тоже веерочек. 3 столбика с накидом, 1, сюда же 2, 3, воздушная петелька и возвращаемся сюда же и провязываем еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Еще один веерочек. Видите, вот наши 3 веерочка. Далее, смотрите, делаем воздушную петельку, 2 накида и вот у нас здесь 1, 2, 3 в 4 петельку подъема. Вот, провязываем столбик с 2 накидами и ряд наш закончен. Угу. Вот что первоначально у нас получается. Начинает расти объем. Идем дальше. Итак, далее, смотрите, делаем 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. 2 воздушные петельки по узорчику. 1, 2. Накид. Дальше возвращаемся к нашему вот первому столбику и в него провязываем столбик с накидом. Получается вот такая вот у нас опять рогатка. Далее накид. Переключаемся вот в веерочек, в арочку нашего веерочка, там где 1 воздушная петелька. И провязываем такую же рогатку. Столбик с накидом 1, 2 воздушные петельки. Вернулись сюда же в эту арочку. Столбик с накидом 2. Смотрите, еще 1 рогатка. Дальше накид. Точно так же. Перепрыгиваем к следующей, получается, веерочку, вот в эту арочку. И провязываем точно такую же рогатку. Столбик с накидом 1, 2 воздушные петельки и столбик с накидом 2. Есть. И так далее. Шагаем к следующему, получается, веерочку идем и за арочку вот так вот провязываем еще 1 рогатку. Столбик с накидом 1, 2 воздушные петельки и вернулись сюда же столбик с накидом 2. Видите? У нас уже 1, 2, 3, 4 рогатки. И теперь смотрите, там, где у нас были 4 петельки подъема, так, вот 4 петельку аккуратненько ныряем, провязываем столбик с накидом 1, 2 воздушные петельки. А теперь смотрите, 2 накида, возвращаемся сюда же и провязываем еще 1 столбик с накидом, формируем последнюю рогатку. Все, получается у нас, там, где был ряд с рогаточками, было здесь 3 рогаточки, да? Теперь у нас уже, смотрите, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Не сложно? Не сложно. Идем дальше. Так, далее после ряда с рогаточками мы делаем 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 5 воздушных петелек. Теперь смотрите, переключаемся. Вот, будем работать с нашими рогатками. В первую рогатку провязываем веерочек. 3 столбика с накидом. 1, сюда же. 2, сюда же. 3.
воздушная петелька. И возвращаемся сюда же и провязываем еще 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Есть. После веерочка, точно так же, как мы делали в ряду с веерочками, мы делаем рельефные столбики. Смотрите, повторим. Накид, последняя ножка, да, нашего рогаточки и первая ножка следующей рогаточки. Захватили сзади наперед. Получается столбик перед крючком, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Накид, следующую ножку точно так же, сзади наперед, столбик перед крючком, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп. А вот теперь все 3 петельки вместе. Оп. 2 рельефных лицевых столбика с накидом с общей верхушкой. Все. И вот так вот шагаете. Веерочек, рельефные столбики. Веерочек, рельефные столбики. Веерочек, рельефные столбики. Веерочек. И здесь я вас встречу. Договорились? Потому что вы должны повторить точь-в-точь ряд наш с веерочками. Просто здесь у нас было 3 веерочка, здесь уже будет 5. А так ничего сложного. Я думаю, вы справитесь самостоятельно. Давайте. Ну и в конце ряда я вас встречу. У вас получится. Так, смотрите, потихонечку наша красота растет. Вот, провязали веерочки. И, смотрите, после последнего веерочка делаем воздушную петельку. Теперь 2 накида. Поняли, да? Мы начинаем 4 петельки подъема, имитация столбика с 2 накидами. И заканчиваем столбиком с 2 накидами. Итак, 4 петельки отсчитываем. 1, 2, 3, 4. 4 воздушные петельки. И вот в 4-ю петельку мы провязываем столбик с 2 накидами. И заканчиваем наш ряд. Все. Я думаю, что принцип узорчика вы поняли. То есть вначале у нас тут веерочки, потом рогатки. Веерочки, рогатки, веерочки, рогатки. И каждый раз, когда вы провязываете веерочки, да, то есть, естественно, количество их увеличивается. Давайте еще раз повторим. Итак, для начала вы делаете 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. Потом 2 воздушные петельки по узорчику. 1, 2. Накид. Вернулись сюда же в первый столбик и провязали столбик с накидом. Все, первая рогаточка готова. Дальше получается по количеству наших веерочков будет еще 1, 2, 3, 4, 5 рогаточек. И в конце еще одна. То есть получается итого 7 в ряду. Да? Потом будет 9, 11, 13. Поняли, да? То есть каждый раз на 2 рогаточки больше. Все, а так все то же самое. В арочку провязали очередную рогатку, 2 воздушные петельки. И опять сюда же в арочку провязали столбик с накидом. Опять накид, перепрыгнули в следующему веерочку. Точно так же. Столбик с накидом, 2 воздушные петельки. И сюда же вернулись столбик с накидом. Поняли, да? 2 рядочка. Все, несложно. Я думаю, что все понятно, все доступно. Вы уже умеете провязывать. Следующий ряд это веерочки и рельефные столбики. Ну что, давайте самостоятельно, да? Увеличим наш образец. Я увеличу, провяжу. Вы тоже провяжите своей пряжей. Посмотрим, что в итоге получится. Ну, думаю, интересно, оригинально, необычно. Да? Все, давайте встречаемся через несколько рядочков. У вас получится. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков, да? Принцип по итогу понятен. Вот у нас шалька растет снизу вверх. И я хочу показать, как можно закончить верх данной шальки. Вот вы в многих видео у меня спрашиваете, а как закончить верх, как закончить верх. Это вообще творческий процесс, как вы хотите, как вам удобно, на каком этапе. То есть в дальнейшем вы можете придумать просто самостоятельно. Я смотрите, как сделала. Получается, на этапе рогаточек, да, я рогаточки провязала. А теперь я как бы выравниваю край, чтобы он у меня, видите, у меня же веерочки, это же волнистый край будет, да? И рогаточки как бы одни не оставишь. Я, смотрите, в каждую рогаточку, смотрите, я провязываю просто 3 столбика с накидом. Так? Потом я повторяю рельефные столбики с общей верхушкой. Опять рогаточка. Вы же помните, мы провязывали 3 столбика с накидом, воздушная петелька, 3 столбика с накидом. За счет этого появлялся вот такой как бы, ну, объемчик, да, вырастал. А вот сейчас, видите, ровный край. Ровный край. Ничего сложного я не делаю. Хотите, делайте так же. Хотите, делайте по-своему. Накид. Вот наша рогатка. Я в рогаточку, в эту арочку провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Хотите, провязывайте 4, да? Хотите, провязывайте 2. То есть в зависимости от вашей пряжи, от вашей плотности вязания. Дальше у меня идут ножки, рогатки, накид. Ножку захватила. Рельефный лицевой столбик с накидом не до конца.
накид. Следующую ножку захватила, точно так же. Рельефный лицевой столбик с накидом не до конца. И потом 3 петельки вместе. То есть как бы я немножечко повторила дальше узорчик, да, но при этом уже как таковых веерочков, которые у меня были на протяжении всего полотна, их уже нету. Край ровный, все. Несложно, несложно. Еще раз. В рогатку 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Хотите, провязывайте столбики без накида, на ваше усмотрение. А потом за ножки провязываю 2 рельефных лицевых столбика с накидом с общей верхушкой. Поняли? Все, вот я захотела так. Захотели по-другому, делайте по-другому. Никто вас не остановит, никто не скажет, что так неправильно. Красиво, вам нравится, здорово. Все, давайте провяжем до конца и потом покажу, как можно делать обвязочку. Ну, один из вариантов. Итак, смотрите, вот я, получается, выровняла, да, краешек. Тут у меня должны были быть веерочки. Теперь они у меня вот такие вот маленькие, по 3 столбика. Я дошла до края, получается, своей шальки. И здесь я сделала разворот, воздушная петелька, буквально. И дальше я начала обвязку края столбиками, полустолбиками, вернее, с накидом. Смотрите, получается полустолбик с накидом. Дальше место соединения столбика, полустолбик с накидом. А вот там, где вот эта вот идет арочка, да, либо у меня столбик с 2 накидами был, да, здесь, либо 3 петельки подъема. Так я вот в эту арочку провязываю по 3 полустолбика с накидом. Место соединения, полустолбик с накидом, арочка, 3 полустолбика с накидом и так далее. Я сейчас покажу. Смотрите, вы можете провязывать столбиками, без накида, столбиками, с накидом, то есть на ваше усмотрение. Возможно, вы вообще оставите просто такой край и ничего не будете обвязывать. То есть это тоже на ваше усмотрение. Итак, смотрите, вот у меня место соединения, да, столбика. Я в него провязала уже полустолбик с накидом. Дальше идет вот такая вот арочка. Столбик с 2 накидами у меня здесь был. Я в эту арочку провязываю, смотрите, накид, вытянула петельку и все 3 петельки вместе. Раз, полустолбик с накидом. Сюда же 2, сюда же 3. Все зависит от вашей плотности вязания, от вашей пряжи, от крючка. Возможно, у вас здесь будет 2 столбика, возможно, 4. То есть вы подбираете как бы эмпирически, да, чтобы не фалдило сильно и не тянуло, чтобы не стягивало. Итак, вот место соединения столбика. Нырнули в это место, точно так же провязали полустолбик с накидом. Теперь у меня здесь были 3 петельки подъема. Я точно так же провязываю в эту арочку 3 полустолбика с накидом. Все. Место соединения опять полустолбик с накидом. Дальше у меня был здесь столбик с 2 накидами. И я в него точно так же 3 полустолбика с накидом. То есть мне, в принципе, данное количество, ну, нормально. Да, оно мне ни много и не мало. Все. Краешек ровный, краешек ровный. Доходим до уголочка. Естественно, в уголочке, ну, наверное, я провяжу, возможно, столбиков 5-6. Ну, чтобы уголочек сделать. И опять дальше по краешку. Пошли, пошли, пошли. И вот так вот все полностью обвязали. И дальше покажу, как будем еще делать обвязочку. То есть мы так, как бы я планирую так не оставлять. Все, давайте самостоятельно полностью весь периметр. И посмотрим дальше, что будем делать. Так, смотрите, вот я провязала, получается, полностью свой, так скажем, маленький треугольник, имитацию шальки. Ну, поняли, да? Здесь я сделала 5 полустолбиков с накидом и пошла дальше по такому же принципу. Повернула и вернулась, получается, в свой уголок. И здесь я начала уже делать обвязку. Обвязка интересная, она не обычная, как по мне кажется, она не ажурная, да? Ну, в общем, смотрите, я начала делать вот такие вот, как назвать, кисточки-пупырышки, да? Вот. Мне кажется, что вполне возможно для данного узорчика это будет как раз нормально. Захотите сделать и кисточки, захотите сделать и обвязку, возможно ажурная, возможно ну, там широкая, возможно не сильно широкая, то есть на ваше усмотрение. А мне вот как бы, показалось, что будет так интересно, забавно. Хотите, покажу, как это можно провязать. Итак, смотрите. Для начала мы делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. А потом начинаем вот эту вот бубочку провязывать. Для этого мы еще делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Далее накид. И мы возвращаемся, получается, вот раз, два, 3 к нашему третьей петельке. Вернулись в нее, нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Так, то есть получается, вот у нас как бы уже 2 столбика. Да, считаем так. Дальше возвращаемся сюда же, накид.
2 петельки, стоп, третий столбик, накид сюда же, 2 петельки, стоп, четвертый, сюда же опять точно так же набираем петельки, столбики, пятый столбик и сюда же шестой. Теперь мы все петельки на крючке провязали за один раз и зафиксировали. Итак, одна половинка готова. Делаем вторую половинку. Точно так же 3 петельки воздушные. Раз, два, три, накид. И вот смотрите, сюда мы возвращаемся вот там, где мы фиксировали нашу, получается, первую бубочку. Вот такие вот 2 петельки захватываем у основания. Вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. Накид. Точно так же сюда же в эти 2 петельки нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Это уже 3 столбика. Дальше провязываем также 4 и 5. Хотите, делайте больше, хотите, делайте меньше, на ваше усмотрение. Теперь все вместе провязали и обязательно зафиксировали. Сложили вот наши 2 такие бубочки пополам, так, и основание получается. Первые бубочки вот так вот нырнули и провязали соединительную петельку. Раз, готово. Теперь делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот здесь как бы вы можете шагать сколько хотите, на ваше усмотрение. Я решила пропускать по 3 вот эти своих полустолбика. Раз, два, три, в четвертый. Нырнули, вытянули ниточку и тут же, получается, протянули соединительной петелькой. Оп, все, поняли? И вот такая вот красота. Как вам? Ну, мне кажется, необычно, несложно. Ну, возможно, не так слишком быстро провязывается, да? Но смотрите, этого вполне будет достаточно. Как вам? Пишите в комментариях. Нравится, не нравится такая обвязочка, чтобы вы могли предложить к этому видео. Итак, я вам обещала рассказать про ниточки, с которыми я сегодня работала. Смотрите, называются они Alize Angora Gold. Итак, в моточке, получается, находится 100 грамм, 100 граммах 550 метров. Смотрим дальше по составу. Это, смотрите, 80% акрил, 20% шерсть. Советуют производитель брать крючок от 2 до 4. Ну, у меня 3 под мою плотность вязания. И цвет. Кому цвет понравился. На камеру, мне кажется, он пойдет чуть ярче. Он немножко поспокойнее. Это цвет 842. Вот такие вот ниточки. Напоминаю, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть, не обязательно такую, которую показываю я. То есть вы можете вязать шаль и из хлопка, хлопок с акрилом. Это может быть акрил, это может быть шерсть, это может быть шерсть с акрилом и так далее. То есть на ваше усмотрение. Самое главное, правильно подбирайте крючок под вашу плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Итак, надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Ничего сложного в данном узорчике нету. Очередная, так скажем, схемка в вашу копилочку узорчиков для шалей. Ну и вот такая вот интересная оригинальная обвязка. Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками и обязательно пишите комментарии. Комментарии помогают продвижению моего канала. За это заранее спасибо большое. И у кого есть возможность, нажимайте на кнопочку спонсорства. Тоже заранее спасибо большое. Вот такая красота. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.